Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать африканский цветок, но уже восьмиугольный. Для вязания буду использовать несколько цветов пряжи и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок 2,5. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступаем к нашему вязанию. Начинаем наше вязание с кольца амигуруми или скользящей петли. Набрасываем ниточку на 2 пальчика, делаем еще один оборот. Вот здесь у нас получается такой крестик. Между ниточками заводим крючок, захватываем нить и снимаем нашу петельку с пальчиков. Дальше набираем 3 воздушные петли, которые служат нам первым столбиком с накидом. Теперь в кольцо вяжу второй столбик с накидом. Вот у меня получилась первая связка из 2 столбиков с накидом. Дальше провязываю воздушную и вяжу вторую связку из 2 столбиков с накидом. Первый столбик, второй. Вот у меня 2 связки. Воздушная петля. Вяжу третью связку из 2 столбиков с накидом. Раз, два. Воздушная петля. Вот мы с вами провязали 3 связки, каждая из которых состоит из 2 столбиков. И между ними вязали по воздушной петле. И теперь нам нужно провязать еще 5 таких же связочек, чтобы в общей сумме получилось 8. Не забываем про воздушные петли между ними. Итак, провязали мы с вами 8 наших связочек. То есть вот смотрите, вот первые 2 столбика, вторые, третий, четвертый, пятый, шестые, седьмые, восьмые. И между ними по воздушной петле. Теперь провязываем воздушную, последнюю, и вершинку нашего не первого столбика, а вершинку второго под 2 стеночки петли заводим крючок, соединительной присоединяемся, 1 воздушная и обрезаем нитку. Берем новую ниточку, провязываем 1 воздушную, затягиваем ее и находим любой промежуток там, где у нас была воздушная петля. Заводим крючок в этот промежуток, захватываем ниточку, провязываем столбик без накида, вяжем еще 1 воздушную. Вот у нас получился первый столбик с накидом. Теперь в этот же промежуток вяжем второй столбик с накидом, 2 воздушные, и теперь сюда же еще провязываем 2 столбика с накидом. Первый, сюда же второй. Дальше находим следующий промежуток там, где у нас была воздушная петля, и повторяем вязание. Провязываем 2 столбика с накидом, 1, 2, 2 воздушные, и сюда же 2 столбика с накидом. Первый и второй. И теперь в каждый промежуток там, где у нас была воздушная петля, мы повторяем нашу конструкцию. 2 столбика с накидом, 2 воздушные, 2 столбика с накидом. Провязываем так до конца ряда. Вот мы провязали до конца ряда. Теперь находим с вами второй столбик и в его вершинку под 2 стеночки петли соединительной присоединяемся. Переходим в вершинку, вернее в серединку нашей арочки, то есть там, где у нас были воздушные петли. Вяжем 3 воздушные петли, которые нам служат первым столбиком с накидом. Теперь сюда же вяжем второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Находим следующий наш вот этот промежуток, там, где у нас были 2 воздушные петли, и также провязываем 7 столбиков с накидом. То есть повторяем наше вязание. Второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. И таким образом мы с вами будем вязать до конца ряда. В каждый вот этот промежуток, там, где у нас было 2 воздушные петли, будем провязывать по 7 столбиков с накидом. Дошли до конца ряда. Во второй столбик, вершинку, под 2 стеночки петли соединительной присоединяемся. 1 воздушная, обрезаем ниточку и берем новый цвет.
Провязываем одну воздушную, затягиваем петельку и находим с вами любой вот первый столбик из наших вот этих 7, которые мы вязали в арочку. И в первый столбик под 2 стеночки петли заводим крючок, вытаскиваем ниточку и провязываем. У нас получается первый столбик без накида в наш первый столбик с накидом. Теперь в следующую петельку вяжем под 2 стеночки петли второй столбик без накида, дальше третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Делаем накид на крючок и опускаемся аж вот сюда, на самый первый голубой ряд. И вот в этот промежуток вытаскиваем петельку и провязываем столбик с накидом. Находим первую петельку из наших 7 столбиков. Провязываем ее первый столбик без накида, дальше в следующую петлю второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Накид, опускаемся вниз на нижний ряд, вытаскиваем ниточку, провязываем столбик с накидом. И по такому принципу мы с вами вяжем до конца ряда. Дошли до конца ряда, провязываем последний столбик с накидом на ряд ниже, да, вытаскиваем как обычно. И теперь находим вершинку первого нашего столбика соединительной, присоединяемся. Одна воздушная, обрезаем ниточку и берем новый цвет. Берем новый цвет пряжи, провязываем одну воздушную, затягиваем ниточку. И теперь находим наш вот этот вот столбик с протяжкой, который был. В него заводим крючок, вытаскиваем ниточку, провязываем столбик без накида и вяжем еще одну воздушную. У нас получился первый столбик с накидом. Дальше в следующую петельку вяжем второй столбик с накидом, следующую третий, следующую четвертый и пятый. Дальше провязываем 2 столбика в одну петлю. Первый столбик и сюда же второй. Теперь провязываем 7 столбиков подряд. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. В 8 столбик провязываем 2 столбика с накидом. Раз и сюда же 2. Дальше опять вяжем 7 столбиков с накидом подряд. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. В 8 провязываем 2 столбика вместе. Раз и сюда же в эту же петлю 2. И теперь опять 7 столбиков с накидом, 2 столбика вместе. По такому принципу провязываем до конца ряда. Смотрите, в конце ряда у нас осталось 2 свободные петли. Как раз вот в начале мы с вами вязали 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. И теперь в конце заканчиваем 6 и 7. Находим вершинку второго столбика, под 2 стеночки петли соединительной присоединяемся, воздушная, и обрезаем нитку. В принципе, мотив уже можно оставить таким, какой он есть на данном этапе, но мне хочется, чтобы вот эти вот наши уголки были более выраженные, поэтому я провяжу еще один ряд. Провязываю воздушную петлю, затягиваю ее и нахожу вот этот вот наш двойной столбик. И в серединку завожу крючок, вытаскиваю ниточку, провязываю столбик без накида и одну воздушную. Это у нас получился первый столбик с накидом.
Дальше вяжу 2 промежуточные воздушные, и теперь сюда же в этот же промежуток вяжу еще один столбик с накидом. Дальше вот эти вот столбики, которые у нас двойной, да, вот этот, мы их не провязываем в вершинке, мы вяжем в серединку, мы находим вот следующий столбик и провязываем первый столбик с накидом, дальше второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Теперь вот опять двойной наш столбик, в серединку мы вяжем столбик с накидом, 2 воздушные, и сюда же вяжем столбик с накидом. И опять провязываем 7 столбиков с накидом подряд до следующего двойного нашего столбика. Вновь наш двойной, вот он столбик, в него в серединку вяжем столбик с накидом, 2 воздушные и сюда же столбик с накидом. И по такому принципу мы вяжем с вами до конца ряда. Дошли до конца ряда и завершаем ряд. Находим вот серединку нашей арочки первой и соединительной присоединяемся. 1 воздушная, и можно обрезать ниточку. И вот наш восьмиугольный мотивчик готов. Если вдруг так получилось, что у вас последний ряд вы провязали и он идет волной, тогда вот здесь вот там, где я провязывала 2 воздушные петли, провяжите 1, и тогда у вас ряд немножечко сузится и все будет так, как надо. А на этом мой мастер-класс подошел к концу. Надеюсь, что он вам понравился. Если это так, тогда ставьте лайки, пишите ваши комментарии и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.